Всем привет и добро пожаловать в наш новый день. Сейчас мы будем опять пить кофе, главное его не разлить, как вчера. Вот, и совсем скоро мы уже уезжаем, а Света поедет вечером, а мы сейчас. У нас тут утренние нежности. Микуша еще, ему годик, он бывает достаточно активным. А тут прям дает себя погладить, даже не кусает. Ничего себе собака. По утрам он такой, да. И вечером, когда устает. Да, Микуш. Да, скоро начнет хулиган. Беглец. Да, беглец маленький. Ко мне тоже идешь. Ко мне. Ой, да, люблю. Ой. Люблю, Микки. Ой, люблю, да. Вот, сладушка. Ой, все. Да, комары покусали. Нас всех очень сильно искусали. Под вентилятор лег. Да, вот так. Бедный малыш. Искусали его. Такой красивый собака. Собака-улыбака. Вчера я, сегодня Ангелина вот присоединилась к нам пить какао. Это, мне кажется, заразна наша рукожопость небольшая. Вот он, милашка. Микушечка. Как можно быть таким хорошим по утрам? Только с утра. Ну почему вечерком? Ой, нет, все, начинается активность собаки, начинается. Жарко, да? Его искупать надо. Все. Так, все, иди, давай в мячик играть. Опа. Так. Нет, даже мячик мне не дал, домой унес. Папа забыл свою кепку, и чтобы ее не забыть мне, я ее надела. Давайте, все, мы поехали. Ну, ты нас проводишь еще. Девчонки, давайте тут. Да все, поехали. Все. Кепочку. Маленькие девочки. Какие хорошие. Ты нашла себе идеальную подружку. Пока-пока. Тут грузим для Сашиных бабушек гостинчики. Все, Света, пока-пока еще раз. Все, поехали мы домой. Уезжать очень не хочется, конечно. Да, я наберу. Та-дам!
Москве. Саша поехал на работу, меня высадил. Хочу сейчас зайти в магазинчик, взять что-то покушать. Вот, уже проголодались, даже не позавтракали, выехали, все-таки спешили. Но, может, он приедет ко мне вечером еще, но это не точно. Я пришла в Глобус, тут столько всего вкусненького, разные смузи. Пока что не решила даже, что я хочу. Но сейчас что-нибудь выберу. Я думаю, может, салатик какой-то взять. Ладно, потом вам покажу все. Взяла тут по мелочи чипсики свои любимые с горчицей, голубику, йогурты, корни и вот такой вот завтрак, хлопья. Очень вкусные должны быть, решила попробовать. Люблю Глобус, конечно, но иногда тут работают очень такие невоспитанные люди. Например, я хотела сегодня взять себе салатик цезарь с курочкой, покушать, но не стала, потому что просто женщина так на меня смотрела, вообще не слушала, что-то цокала, стояла. Вообще, ну, как-то не очень красиво по отношению к покупателям, поэтому я просто забила и не стала его брать. У нас тут дома строят с какой-то нереальной скоростью. Я уже подхожу к ЖК. Смотрите, я помню, совсем недавно даже белого с оранжевым не было видно. А тут уже вон сколько этажей выстроили. Тадан-тадан. Я уже почти дошла, господи. Очень жарко сегодня опять. А мама мне там оставила кондиционер. И вчера в Москве был дождь, мы очень переживали, чтобы ничего не случилось. Вот, просто муравьи же остаются в квартире. Нам их жалко, что им будет жарко, поэтому мы решили оставить кондиционер. А еще мы сегодня как-то не выспались, поэтому Саша-то работать поехал, а я могу сейчас отдохнуть. Кстати, мне кажется, что мне идет папина кепка, и надо у него ее отжать. Ладно, шучу. Купить себе похожую. Как же тут жарко. Какая система тут. Все, сейчас буду отдыхать. Покажу вам сейчас, как там муравьишки. Попою их обязательно, разберу пакет. Я сейчас по пути скушала один корни. Ой, дома просто кайф. Очень прохладно и хорошо. Закрываемся, чтобы меня никто не украл. Очень хорошо и прохладно, прям максимально. Так, пойдем посмотрим, как там муравьишки. Ку-ку, ребята. У них все хорошо. Сейчас только вот ту ваточку им полью. И вообще супер. То, что я вам показывала в первые дни, это еще все ничего. Потому что я искусанная абсолютно напрочь. Абсолютно вся. Руки, ноги, тут спина. У меня покусано абсолютно все. И везде все очень чешется. Я вообще не знаю, как я буду жить с этим. Не чесать не могу. Это какой-то кошмар. Еще и соседи тут что-то посверлить решили. Короче, как-то так. Живем. Кстати, кто помнит тарелочки, которые я показывала, что мы покупаем несколько влогов назад? Вот они уже стоят у нас. И мы ими пользуемся. Очень красивые. Мне кажется, даже под кухню подходят. Единственное, почему я очень скучала, это по ванной. Достала уже свою пенку, масочку из холодильника. Сейчас буду валяться с масочкой, умываться. Сейчас вместе с вами хочу разобрать этот шопер, который я брала на дачу. Тут я все привезла. Кстати, стекло на телефон мы так и не наклеили. О, тут есть тоник. Я сейчас еще не освежала тоником лицо, не мазала. Как из душа вышла. Даже много получилось, налила. Много осталось. Не думала, что я его так
экономично расходую, хотя я там по 2-3 раза в день умывалась и всегда после умывашек наносила тоник. По-моему, всего 1 раз не нанесла. Ну, не очень удобно без водного диска, конечно, потому что он утекает вниз. Оп, все, успела. Не могу после тоника, ну, а точнее, без тоника лицо прям такое сухое. Не очень приятное ощущение. Текс. Эту косметичку я сейчас разберу. Что тут еще? Это у нас масло. Это футболка в стирку. Шорты тоже в стирку. Расческу надо тоже сейчас будет помыть, потому что я даже после озера расчесывала ей волосы, а потом только шла мыться, чтобы легче было расчесать их после мытья. Вот это тоже вся у меня в озерной водичке. Соседи уже достали делать ремонт. Ставим на место. Солнцезащита была только у меня. Ей пользовались все. И несмотря на это, не знаю, видно ли на камере, но я так подзагорела. И даже, мне кажется, руки у меня немножко красноватые. Так, это зарядочки. Ничего не забыла. Даже вроде мы обычно у Светы всегда что-то забываем, а тут даже удивительно. Блок, вот эта штучка от провода. Вот эту я даже ни разу не надела. Мне 2 вполне хватило. И вот это в стирку. В принципе, все, пакетик разобран. Тут у меня, в принципе, меняется немногое, потому что мы с родителями никак не можем купить стиральную машинку. Нам просто это некогда сделать, поэтому стираем ручками, девочки. Я наконец-то закончила со стиркой. Все перестирала. Теперь все чистенько. Осталось всему только высохнуть. И все. На самом деле такой контраст после дачи. Сейчас я вообще одна дома. Скучновато. Уже скучаю по всем. Но отдых всегда быстро заканчивается. Ничего, надо сейчас взять себя в руки. Завтра, кстати, планирую поехать разбираться насчет футболки, где у меня ткань пролиняла даже без стирок. Вот, надеюсь, мне все поменяют, но это не точно. Все вам, конечно же, буду показывать. И так что берите на заметку, если что это можно сделать. Вот, я уже писала в службу поддержки, напомню. Мне сказали обратиться в магазин. Так что завтра так и сделаю. Съезжу в торговый центр, где есть Pull&Bear, и попробую поменять. Ну, или вернуть деньги, потому что такой футболки я не видела в самом магазине. Мыла сейчас расческу, и смотрите, какое прикольное мыло. Оп. Такая пеночка прям. Если что, вот название. Приколдесная вообще. И пахнет очень вкусно. Первый раз такое вижу. Это какой-то ужас. Я лежу, у меня просто постоянно все чешется. Я, конечно, стараюсь держаться и не чесать, но это иногда очень сложно дается. Почешешь и все. Я искусна абсолютно вся, абсолютно. Что-то запись прервалась. В общем, не знаю, как унять эту чесотку. Это вообще какой-то кошмар. Комары в последние дни реально просто озверели. Они, во-первых, очень больно кусались, как будто обжигали их укусы даже. И такие блямбы у всех, но мне кажется, меня все-таки покусали больше всех, потому что у меня даже вот на обратной стороне ноги есть укусы. Как они умудрились там прогрызть кожу, неизвестно, но сам факт они есть. О ногах я вообще молчу. Ноги. Сейчас они еще из-за того, что я их немного почесала, распухли. Выглядит это все очень страшно. Я хотела посмотреть сериал. Я начала смотреть Бриджертоны. Посмотрела 1,5 серии. Но не сегодня, а вообще. Вот. И никак не могу продолжить. То сначала, когда я дорисовывала картину, пришли родители, я с ними заболталась, не смотрела.
что еще что-то. Сейчас я просто лежу, залипаю, смотрю видосики разные на ютубчике, смотрю видео из Америки много. Очень хочется куда-то полететь, путешествовать. Но из-за короны страшно, и нет такой возможности. Вот. И, кстати, сегодняшняя новость, что в Москве отменяют QR-коды. Это вообще просто взрыв мозга. И смешно, и грустно одновременно. Я думаю, вы сами поймете эту трактовку. Не хочу, чтобы меня забанили на Ютубе или были какие-то санкции в отношении меня. Но я думаю, все и так все прекрасно понимают. Вот, смотрю там влоги с гор красивые снимают. В Америке вообще так красиво все. Надеюсь, когда-нибудь я туда полечу. Очень хочу. Вообще хочется путешествовать. После дачи еще больше, потому что все-таки отдыхать круто. Такой досуг. Все вместе, все общаются. А тут лежишь как дурочка одна. Но Саша сказал, все-таки приедет сегодня ко мне. Попозже сейчас встану, приготовлю ему что-нибудь. Может, просто паэлью пожарю, он хотел. Вот такие дела. Я тут вспомнила, что у меня есть вот такой нашумевший бальзамчик для губ, но его можно использовать и от зуда при укусах насекомых. Я вся намазалась, сижу, жду, когда мне поможет. Если честно, уже прям плакать хочется, как все чешется. И я их очень сильно расчесываю, мне потом больно, но все равно чешется. И это просто невозможно терпеть. Я очень надеюсь, что эта штука мне поможет. Я обязательно вам потом расскажу. Но вроде немножечко полегче, особенно в таких прям сильных местах, которые уже очень сильно воспалились. Они вроде зудят, но уже не так сильно. Я уже даже вот, прикладываю руку к укусам, и они даже горячие. Это вообще какой-то трэш. Ну, слушайте, это средство просто волшебное. Обязательно скриньте его. Прошло, наверное, минут 10, и у меня полностью спал весь зуд. Я была уже на такой панике, не знала, что делать абсолютно. Так что помогает, работает отлично. У меня ничего не чешется. Я безумно рада. Начинаю готовить немножко. Саша попросил ему пожарить паэлью. Поэтому сейчас буду это делать. Просто из пакетика, кстати, очень вкусная. Я ее сама обожаю, только сейчас кушать не хочу. Так она выглядит в замороженном состоянии. Сейчас это все подразморозится, прожарится и будет вкуснятина. Саша пришел, моется, а я сейчас буду кормить его. Вот так это все выглядит в готовом состоянии. Если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте. Какой-то влог прям советов получается. Мы сейчас будем кушать голубичку, уже отдыхать и спать. Поэтому всем спасибо за просмотр, спасибо за то, что провели с нами этот день. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы видеть все видео первыми. И до скорых встреч!